У меня в руках крохотный гаджет и большой провал Microsoft, а именно плеер Zune HD, который вышел в 2009 году. Музыкальные плееры сейчас переживают небольшой ренессанс. Во времена стриминговых сервисов, когда любимую песню или исполнителя могут запросто удалить, владеть устройством, на котором можно хранить свою любимую музыку, которая никуда не исчезнет по желанию корпорации, становится по-настоящему ценным. Я и сам уже несколько месяцев пользуюсь iPod'ом, но мне всегда были интересны аналоги от Microsoft. Они для меня казались чем-то уникальным, интересным и чем-то недоступным. Мне удалось найти Zune HD, про который я расскажу вам в этом видео. Microsoft на фоне успеха iPod тоже хотела получить свою долю на этом рынке. Первый плеер от корпорации из Redmond появился на свет в 2006 году, и с тех пор Zune так и не добился хоть какого-то ощутимого успеха. Zune HD стал последней попыткой на рынке портативного аудио. Появился этот гаджет в сентябре 2009 года и, очевидно, был прямым конкурентом iPod Touch от Apple. Сенсорный экран на месте, магазин приложений в наличии, социальные сети и музыкальный магазин очевидно. Звучит неплохо во всех смыслах. Правда, несмотря на это, гаджет провалился в рознице, и всего спустя 2 года его сняли с продажи. Мне нравится, как выглядит Zune. Есть в этом пришельце из прошлого что-то загадочно-футуристическое. Особенно необычно выглядят углубления по бокам. Не думаю, что это было практично, и скорее всего туда забивалась пыль и грязь, но смотрится потрясно. Еще одна маленькая деталь, которая меня порадовала: на одной из граней написано Hello from Seattle. Вроде такая мелочь, но такие детали добавляют человечности устройству. Элементов управления здесь минимум. Кнопка блокировки, кнопка вызова меню управления плеером вместо качельки громкости и кнопка возврата на главный экран. Все элементы находятся там, где они и должны быть. Без сомнения, Zune очень компактное по сегодняшним меркам устройство. В дополнение к этому, Zune легкий, почти невесомый. Из-за этого он ощущается немного как что-то игрушечное. Но несмотря на это, не ожидаю, что он у тебя развалится в руках, так как собран он довольно крепко. Самая мякотка кроется внутри. Стоит нам включить аппарат и разблокировать экран, нас встречает минималистичная операционная система плеера, построенная на базе Windows CE. Я люблю интерфейс Metro за его простоту и лаконичность. Минимум графики, красивые анимации. Особенно хорошо это выглядит на AMOLED-экране, который здесь установлен. Разрешение 480 на 272 пикселя. Он немного мульноват за своего разрешения, и мелкие элементы превращаются в кашу. Но для гаджета в 2009 году такое разрешение считалось нормальным. Для сравнения, iPod Touch третьего поколения обладал аналогичным разрешением 480 на 320 точек. Главный экран поделен на две части. На одной части располагается навигационное меню, на другой — своеобразная лента из нового, то, что слушали или открывали недавно. Прообраз живых плиток. Но они здесь статичны и не отображают информацию в реальном времени. Любимые элементы медиатеки можно закрепить в специальном месте, и они всегда будут под рукой. Удобно для приложений, подкастов или плейлистов. Здесь нет лишних визуальных деталей, но поначалу надо привыкнуть к управлению и навигации. И у меня ушло несколько минут, чтобы понять, что у полускрытой заголовки можно нажать для возврата на предыдущий экран. Я получаю максимальное эстетическое удовольствие от внешнего вида и от того, как система устроена. В основе всего этого стоит типографика, и в этом вся его прелесть. Момент, который мне не очень понравился. Как я уже сказал, на корпусе нет кнопки для управления громкостью. Есть клавиша, вызывающая на экранные элементы управления. Если хочется убавить или прибавить звука, нужно доставать плеер из широких штанин и нажимать на экранные кнопки. Видимо, чтобы было больше поводов показать людям с улицы, что у тебя не iPod, а Zune. Но все равно чувствуется сырость системы. Местами она подтормаживает и подлагивает, хотя здесь установлен довольно производительный процессор NVIDIA Tegra. Если рядом положить один из первых смартфонов на Windows Phone 7, то видна разница в плавности интерфейса. Но все же, вся эта мощность позволяет Zune воспроизводить видео в 720p. При большом желании не составляет труда подключить к телевизору через специальную док-станцию и наслаждаться фильмами и клипами. Мощное по тем меркам железо также поддерживает запуск игр и приложений. Да, их было крайне мало. Но все же некоторые разработчики написали пару хороших игр под эту систему. Есть даже те, которые задействуют 3D-графику и акселерометр, превращая Zune с большой натяжкой в карманную игровую станцию. Я думаю, что и так понятно, онлайн-сервисы не работают. Но на том же Reddit полно любителей экосистемы Zune. Плеер можно прошить и установить на него любые доступные программы. Спасибо энтузиастам, которые поддерживают это сообщество живым.
Чтобы больше проникнуться этим гаджетом, я проходил с ним некоторое время. И с самого начала были некоторые сложности. В основном это из-за программы Zune для синхронизации. Установка Zune на Windows 11 заняла много времени. Да, эта проблема решаема. И на YouTube можно найти подробный гайд по установке этого софта на современное железо. Это, пожалуй, единственный момент, когда были сложности. Но не стоит забывать, что самому плееру и программе Zune уже более десятка лет. Само приложение неплохое. Функционал для перекидывания медиафайлов выполняет более чем. Можно подгрузить обложки, добавить инфу об артистах, если в файле это не указано. Часть онлайн-функционала все еще отлично работает. Через Zune можно скачивать подкасты и закидывать их на свой плеер. Вставил ссылку, и все скачалось вместе с обложками и описаниями. Осталось только закинуть на плеер. Что же касается музыки, то здесь все отлично. Звучание вполне добротное, я послушал с разными наушниками, я подрубал их и колонкам, из колонок тоже звучит очень хорошо. Придраться мне здесь абсолютно не к чему. Да, Bluetooth здесь нет, поэтому беспроводные наушники здесь подключить не получится. Да и невелика потеря. Еще одна вещь, которая здесь работает безотказно, это радио. Ловит отлично, звук приятный, приложение сделано в фирменном стиле, ничего лишнего нет. Если вдруг поняв, что послушать нечего, или вдруг забыли что-то скинуть, можно врубить радио. Еще одна из полюбившихся мне фишек – заставки плеера в режиме ожидания. Анимация и стиль завораживают. Еще одна фича, которая должна работать, по идее, это функция Smart DJ. Этот умный диджей создаст для вас плейлист на основе выбранной песни или артиста. Во времена, когда еще работал музыкальный сервис, Smart DJ мог предложить вам что-нибудь из музыкального магазина. Но сейчас этим уже, конечно, никого не удивить. Ну а сейчас генерация плейлиста доступна только на основе медиатеки. К сожалению, у меня это так и не заработало. Что же касается автономности, то здесь все более-менее неплохо. Хватает на пару-тройку дней не особо активного использования. Ну и, конечно же, стоит сделать скидку на то, что у моего экземпляра батарейка уже немного подуставшая. И, к сожалению, вариантов ее замены почти нет. По большей части я купил Zune HD не для ежедневного использования. Этот кусочек прошлого для меня представляет больше коллекционную ценность. Походив в Zune HD несколько дней, я вернулся к своему текущему плееру iPod Classic, на котором я слушаю периодически музыку. Если интересно про него тоже увидеть обзор, напишите об этом в комментариях. Zune HD продался ничтожным тиражом в 2 миллиона экземпляров к 2011 году, с момента своего запуска. И для сравнения, Apple продавала в среднем по 15 миллионов iPod Touch в год. Цифры говорят сами за себя. Microsoft так и не сумела занять свою нишу на рынке портативного аудио. И в 2011 году проект окончательно свернули. На этой ноте и закончилась история плееров от Microsoft. Но несмотря на свою неудачу, наработки не пропали зря. Их можно заметить в Windows Phone 7, в основу которого лег интерфейс Metro, где его уже довели до ума. И вот вопрос. Стоит ли покупать Zune HD в 2024 году? Как я уже и сказал, это больше коллекционное устройство. Его сложно найти. Он дорого стоит. Мало встроенной памяти. А если что-то сломается, то это нужно возиться с ремонтом. Да и запчастей кот наплакал. Поэтому я искренне не советую его для покупки с целью использования. Хотя, кто ж вам запретит? А если уж очень хочется устройства для прослушивания музыки и желательно что-то винтажное, то посмотрите в сторону iPod Classic. Там всех этих проблем нет. Если хотите больше деталей, я могу снять на него обзор. Только напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые обзоры на старые гаджеты. Увидимся в новых видео. Пока.